Всем привет! Жестовый язык международный. Это один из популярных вопросов о жестовом языке, но все просто, сейчас объясню. Если вы тоже думаете, что жестовый язык международный, то спросите себя, а тот язык, на котором вы говорите каждый день, он международный? Нет, это работает и с жестовым языком. Практически в каждой стране глухие люди говорят на своем уникальном языке. Существует американский язык жестов, британский язык, который очень отличается от первого, русский, японский, испанский и многие другие. Таких языков очень много, поэтому я постаралась привести примеры, чтобы вы увидели их разнообразие и как они отличаются. А еще есть язык, который называется жестуно. Это и есть, по сути, международный жестовый язык. Но в нем очень мало знаков, и он практически не используется. Итак, жестовый язык не международный. Все глухие умеют читать по губам. При общении многие глухие читают по губам, однако не все умеют это делать или же не хотят. Читать по губам не так-то просто, поскольку каждый человек индивидуален. У него есть свои привычки, своя артикуляция. Именно поэтому глухой должен сначала узнать собеседника, понять, как он разговаривает, и тогда он сможет прочитать что-то по губам. Глухие не могут играть в видеоигры. Этот миф не так популярен, однако имеет место быть. Глухие не могут слышать звуковые эффекты, но их зрение и внимание значительно лучше, чем у слышащих. Следовательно, отсутствие звука в различных стрелялках и РПГ-играх им не мешает. Все глухие люди хотят слышать. Среди глухих и слабослышащих обязательно найдутся люди, которые скажут: «Да, я хочу слышать», но обязательно будут и те, которые не захотят расставаться с глухотой. А все потому, что для глухого человека не слышать – это нормально. А если бы спросили у вас: «Вы хотите стать глухим?», что бы вы ответили? Думаю, ответ был бы отрицательным. Глухие не могут водить машину. Этот миф очень-очень распространенный стереотип. Он распространен настолько, что в некоторых странах глухие все еще не имеют права получить водительское удостоверение. На своем опыте я убедилась и могу сказать, что глухие водят машину очень сосредоточенно, аккуратно и совсем не хуже слышащих. Глухим всегда нужен помощник. Еще сюда можно добавить вопрос: а как же глухие обходятся в обществе? Ведь они не могут ни сказать ничего, ни услышать. На самом деле это неправда, и глухим не всегда нужен помощник. Они вполне спокойно могут пойти в магазин или найти дорогу к нужному месту. Ну а если им понадобится что-либо спросить, они могут воспользоваться тетрадкой или телефоном. Глухой не может только слышать.